В начале 2000-х годов у побережья Кубы исследователи, использующие сонарное оборудование, наткнулись на нечто, чего не должно существовать. Что-то, что выглядело как огромный комплекс каменных сооружений, лежащих глубоко под океанским дном. Расположенная примерно на глубине 2000 футов под поверхностью, эта область показывала признаки геометрических форм, массивные блоки, расположенные так, что они напоминали пирамиды, дороги и площади. Открытие было сделано канадской компанией по исследованию океана, и команда была потрясена изображениями. Эти образования были слишком структурированными, слишком намеренными, чтобы их можно было списать на природные. Некоторые камни, по оценкам, весили несколько тонн. Еще более озадачивающим было то, что это место находилось бы над водой более 10,000 лет назад, задолго до того, как какая-либо известная цивилизация начала строить из камня. Последствия были огромными. Может ли это быть доказательством забытой развитой культуры? Пока команда спешила продолжить расследование, политическая бюрократия и нехватка финансирования замедляли прогресс. Но это не был единичный случай. Прямо через Тихий океан еще одна древняя загадка скрыта под волнами. Прямо. У побережья японского острова Инагуни лежит затонувшая загадка, которая озадачивает ученых и дайверов с момента ее обнаружения в конце 1980-х годов. Погруженная на глубину менее 100 футов, эта массивная структура, кажется, вырезана из цельной скалы с широкими террасами, острыми углами, лестницами и даже тем, что похоже на церемониальную платформу. Простираясь более чем на 400 футов в длину и более 80 футов в ширину, некоторые считают, что этот монумент является остатком древнего храма или дворца. Критики утверждают, что это природное образование, но прямые углы, идеальные ступени и колоннообразные структуры ставят под сомнение эту идею. Дайверы также нашли древние инструменты и резьбу в окружающей местности. Могут ли это быть руины забытой цивилизации, которая процветала до последнего ледникового периода? И если да, то насколько далеко в прошлое уходит организованное общество? Ответы могут скрываться в другой подводной загадке, которая не похожа ни на что, что когда-либо видели раньше. В 2011 году команда шведских охотников за сокровищами, сканируя дно Балтийского моря, наткнулась на странное изображение на сонаре. То, что они обнаружили, выглядело как идеально круглый объект около 200 футов в ширину с странными бороздами, прямыми углами и даже чем-то, что напоминало лестничный пандус. Получивший прозвище НЛО Балтийского моря, этот массивный аномальный объект находится на глубине 300 футов под водой и имеет хвостоподобную особенность, простирающуюся за ним более чем на 1,1 футов, как будто он скользил и остановился. Когда водолазы достигли места, они сообщили о сбоях в работе их электроники. Некоторые части объекта, казалось, были сделаны из металлических сплавов, не встречающихся в природе, хотя скептики назвали это ледниковым отложением. Другие указали на следы ожогов и симметричные узоры, которые не соответствуют известной геологической активности. Является ли это рукотворным, внеземным или чем-то совершенно другим? Пока ученые все еще спорят о его происхождении, гораздо более проверяемое чудо было обнаружено у берегов Египта. Долгое время считавшиеся утерянными для истории, города Гераклион и Канопус когда-то были процветающими портами в Древнем Египте, но века землетрясений и поднимающихся приливов поглотили их полностью, пока подводные археологи не начали раскрывать их останки у побережья Александрии в конце 1990-х годов. То, что они нашли, было потрясающим. Огромные каменные статуи, храмы, посвященные богам, таким как Амун и Исида, целые иероглифические стелы и даже целые улицы, сохранившиеся под водой. Среди руин они нашли церемониальные лодки, украшения, монеты и колоссальную статую Хапи, бога Нила. Эти города, когда-то считавшиеся легендами, внезапно стали очень реальными, раскрывая детали о морской культуре Египта и торговле с греческим миром. Это открытие изменило наше понимание того, как древние цивилизации функционировали на суше и на море. И всего в нескольких сотнях миль оттуда появилась еще одна подсказка, которая может намекать на еще более древние тайны, скрытые под Атлантикой. В бирюзовых водах Багамских островов дайверы обнаружили необычное образование в конце 1930-х годов, которое вызвало десятилетия споров. Известная как дорога Бимини, эта подводная структура состоит из массивных известняковых блоков, выложенных почти прямым путем, некоторые из которых более 15 футов в длину и 5 футов в ширину. Камни, кажется, были намеренно размещены, подогнаны друг к другу с уровнем точности, который не встречается в природе. Дорога простирается почти на полмили, прежде чем исчезнуть под песком.
Некоторые утверждают, что это часть древней гавани или волнолома, в то время как другие считают, что это может быть доказательством существования цивилизации, которая предшествовала письменной истории, возможно, даже связанной с легендами об Атлантиде. Геологи утверждают, что образование могло быть результатом естественного растрескивания, но форма, выравнивание и острые углы говорят об обратном. И когда мы переходим от дорог к целым городам, еще более удивительный подводный мегаполис был задокументирован под греческими водами. У побережья Южной Греции, недалеко от города Лакония, находится Павлопетри, древний подводный город, который поразил археологов, когда он был официально нанесен на карту в начале 2000-х годов. Хотя местные жители знали об этом месте десятилетиями, только с появлением новых технологий, позволивших точно картографировать под водой, были раскрыты его истинный возраст и сложность. Павлопетри насчитывает более 5000 лет, что делает его одним из самых древних известных затопленных городов в мире. Планировка включает в себя здания, дороги, дворы и даже систему водоснабжения. Все это сохранилось под всего лишь 10 футами воды. Уровень градостроительства, представленный здесь, соперничает с таковым у гораздо более поздних цивилизаций. Этот город, вероятно, погрузился под воду из-за сейсмической активности, но его руины остаются зловеще нетронутыми, как капсула времени из бронзового века. И хотя Павлопетри дал нам представление о повседневной жизни из далекого прошлого, другое место поблизости хранило секреты самого знакового правителя Египта. Под бурлящими водами современного Александрии лежит королевский квартал Древнего Египта, включая то, что многие считают дворцом самой Клеопатры. Погруженный после мощного землетрясения и цунами, которые обрушились на регион почти 2000 лет назад, эта часть Александрии теперь покоится под 20 футами морской воды. Раскопки, проведенные морским археологом Франком Годди, обнаружили сфинксов, колонны, статуи и целые храмовые комплексы, погребенные на морском дне. Среди самых захватывающих находок были монеты, церемониальные предметы и статуя без головы, которую считают изображением Клеопатры. Этот объект предлагает редкий взгляд на роскошный мир одного из самых известных правителей в истории и, возможно, место, где она встретила свой трагический конец. Остатки ее правления разбросаны под волнами, молчаливые свидетели утраченной эпохи. Но Клеопатра была не единственной, чье наследие исчезло. Еще более древняя загадка ждала своего раскрытия в холодных пресных водах Северной Америки. В 2007 году ученые, сканируя дно озера Мичиган, наткнулись на нечто, чего никто не ожидал – круг из больших камней, расположенный примерно в 40 футах под поверхностью. На одном из камней даже была вырезана фигура, напоминающая мастодонта, доисторическое животное, вымершее более 10 тысячных лет назад. Расположение камней, их одинаковый размер и расстояние между ними сразу вызвали сравнение с Стоунхенджем. Хотя некоторые исследователи предупреждают, что это может быть естественное ледниковое образование, другие настаивают, что выравнивание и расположение слишком намеренные, чтобы их игнорировать. Доступ к этому месту затруднен, и большая его часть остается неизученной, но это открытие вызывает большие вопросы. Кто разместил эти камни? Какова была их цель? И как давно люди заселили этот регион? Пока теории множатся, другая древняя загадка под Аравийским морем продолжает вызывать как научное любопытство, так и национальную гордость. У побережья Гуджарата, Индия, находится место, которое переписало части индийской истории. Дварка, часто связанная с древними легендами, многими считалась чистым мифом, пока морские археологи не обнаружили руины под Аравийским морем в начале 2000-х годов. Используя сонарные сканирования и подводные экспедиции, они обнаружили массивные стены, улицы в виде сетки и прямоугольные фундаменты зданий, погруженные почти на 100 футов под воду. Артефакты, извлеченные с этого места, включая керамику и инструменты, были датированы углеродным методом и оказались старше 9,000 лет, задолго до любой известной цивилизации в этом регионе. Планировка указывает на запланированный городской центр, возможно, связанный с легендарным городом, которым правил Господь Кришна. Хотя скептики призывают к осторожности в связывании мифов с археологией, само открытие является одной из самых древних известных затопленных городов, когда-либо найденных. И говоря о древних сокровищах, другая затонувшая находка раскрыла историю о золоте, войне и секретах, потерянных навека. Глубоко под водами у побережья Колумбии покоится галеон Сан-Хосе, испанский корабль с сокровищами, потопленный британскими силами в 1708 году.
На протяжении веков его точное местоположение оставалось загадкой, пока в 2015 году правительство Колумбии не подтвердило его обнаружение. Корабль перевозил огромное количество золота, серебра и изумрудов, которые, как полагают, стоят миллиарды в сегодняшних деньгах. Но помимо сокровищ, этот кораблекрушение является исторической золотой жилой. Пушки, доспехи, фарфор и личные вещи дают представление о морской жизни в эпоху испанской колонизации. Место остается под строгой охраной из-за юридических споров о его собственности, но его обнаружение напомнило миру, что не все сокровища принадлежат сказкам. Однако, для историков настоящим сокровищем является то, что мы узнаем из прошлого, и гораздо более странный набор кораблекрушений обнаруживался в гораздо более негостеприимном месте. В глубинах Черного моря было обнаружено нечто невероятное. Кораблекрушение, сохранившееся настолько хорошо, что казалось, будто оно затонуло только вчера. Но на самом деле ему было более 2000 лет. Эта находка была частью амбициозного проекта под названием Черноморский морской археологический проект, который использовал глубоководное сканирование и дистанционно управляемые аппараты для исследования областей, куда мало кто когда-либо заходил. То, что они обнаружили, было потрясающим. Более 60 кораблекрушений, некоторые из которых датируются временами Древней Греции и Римской империи. Поскольку в Черном море почти нет кислорода, ниже определенной глубины деревянные корабли не сгнили. Мачты, рули, канаты, даже резьба на корпусах остались нетронутыми. Некоторые из судов никогда ранее не встречались в археологических записях, раскрывая давно забытые конструкции и техники. Эти обломки предложили завораживающую, красивую капсулу времени, отражающую древнюю торговлю и войны. Но, возможно, ни одно из кораблекрушений не дало такого странного и сложного артефакта, как тот, что был найден у крошечного греческого острова. В 1900 году ныряльщики за губками у греческого острова Антикитера наткнулись на кораблекрушение римской эпохи, погребенное под 70 футами воды. Среди бронзовых статуй, амфор и золотых монет они обнаружили корродированный кусок металла, на который никто не обратил особого внимания, пока десятилетия спустя ученые не поняли, что у них было. Внутри этой корки находилось устройство, состоящее из более чем 30 бронзовых шестеренок, зубчатых колес и циферблатов, которое теперь известно как механизм Антикитера. Эта сложная машина, возрастом более 2000 лет, широко считается первым известным аналоговым компьютером. Он мог предсказывать затмения, отслеживать движение планет и, возможно, даже прогнозировать спортивные события. Уровень точности и понимания астрономии был на столетия впереди своего времени. Кораблекрушение, в котором он находился, до сих пор исследуется, и каждое новое погружение раскрывает больше о мастерстве древних умов. Но не все руины связаны с кораблями. Некоторые являются частью целых городов, поглощенных морем. Вдоль юго-восточного побережья Индии местная легенда говорила о 7 великолепных храмах, 6 из которых, как утверждали, были поглощены океаном. На протяжении веков 7 пагод Махабалипурам считались мифом. Это изменилось в 2004 году. После мощного цунами в Индийском океане береговая линия ненадолго отступила, обнажив большие каменные сооружения, стены и даже вырезанных слонов, которые были скрыты под водой на протяжении веков. Морские археологи приступили к работе, и то, что они обнаружили, подтвердило старые истории, сеть древних сооружений, теперь лежащих под волнами. Вырезанные из цельного гранита и выполненные в архитектурной традиции палавов, эти руины предполагают, что когда-то вдоль берега стоял целый храмовый комплекс. Некоторые считают, что эти храмы были частью обширного древнего порта, возможно, погребенного после катастрофического события. И хотя храмы под морем шокируют, то, что скрыто под одним из самых загадочных озер Южной Америки, может быть еще более откровенным. Озеро Титикака, расположенное высоко в Андах между Перу и Боливией, давно занимает священное место в местной мифологии коренных народов. Но не только легенды привлекли внимание исследователей. Это были сонарные сканирования, выявившие геометрические структуры под его водами. То, что они обнаружили, это сотни подводных террас, дорог и платформ, некоторые из которых простираются на большой площади дна озера. Одной из самых заметных особенностей является затопленная структура, похожая на храм, возраст которой оценивается как минимум в 1500 лет, возможно, построенная культурой тиуанака-инков. Террасы, вероятно использовавшиеся для сельского хозяйства или церемониальных целей, демонстрируют продвинутое инженерное искусство и планирование. Это были не просто разбросанные руины, они были частью процветающей организованной цивилизации, оставившей свой след на самом дне священного озера. Но еще дальше во времени, через Средиземное море, деревня каменного века теперь сохранилась под слоями океанского осадка.
У побережья Израиля, под волнами Средиземного моря, находится Атлит-Ям, неолитическая деревня, возраст которой составляет почти 9000 лет. Обнаруженное в 1980-х годах, это древнее поселение удивительно хорошо сохранилось благодаря тому, что было погребено под слоями ила и песка. Археологи обнаружили каменные дома, очаги, инструменты для измельчения и даже каменный круг, который, как полагают, использовался в ритуальных целях. Одной из самых жутких находок была группа человеческих скелетов, включая женщину и ребенка, захороненных таким образом, что это указывало на ранние формы церемониального погребения. Деревня также демонстрировала признаки глубокой связи с морем, с колодцами, рыболовными инструментами и остатками морепродуктов повсюду. Атлит-Ям предлагает редкий и интимный взгляд на повседневную жизнь из времени задолго до письменной истории и напоминает нам о том, сколько еще историй человечества может скрываться под поверхностью. Но не все древние города погружались медленно. Некоторые были уничтожены в один единственный, жестокий момент. В 17 веке Порт-Роял был известен как самый порочный город на земле, оживленный пиратский притон, полный таверн, борделей и богатства. Он располагался на краю песчаной косы в Ямайке. Но в 1692 году произошло мощное землетрясение. В течение нескольких минут половина города была поглощена морем. Целые здания, улицы и жители исчезли под волнами. На протяжении веков он считался потерянным, пока подводные археологи не начали тщательно раскопки затопленной половины города. То, что они нашли, было поразительным. Хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, личные вещи, такие как оловянные кружки и трубки для табака, даже запечатанные бутылки с вином, все замерло во времени. В отличие от многих кораблекрушений или разбросанных руин, Порт-Роял остается затонувшим городским пейзажем, зловещий целым. Это редкое и пугающее напоминание о том, как быстро природа может стереть человеческие амбиции. Но если Порт-Роял затонул случайно, то следующий объект, возможно, был намеренно покинут после того, как его жители поняли, что они окружены окаменелостями, которые не принадлежали им. В отдаленной части Северного моря, между Британскими островами и Скандинавией, исследователи обнаружили обширный затопленный ландшафт, который когда-то был домом для древних людей. Известная как Догерленд, эта ныне подводная территория была сушей еще 8,000 лет назад. По мере того, как уровень моря поднимался после ледникового периода, она медленно поглощалась океаном. Но что делает это место таким захватывающим, так это то, что скрывается под его илистым дном. Водолазы и траулеры подняли на поверхность окаменелости мамонтов, саблезубых кошек и даже человеческие орудия, что свидетельствует о том, что здесь когда-то процветала живая экосистема и ранняя человеческая культура. Огромное разнообразие костей и артефактов в сочетании с сонарными картами древних рек и холмов рисует картину утраченного континента, когда-то кишащего жизнью. Догерленд часто называют Атлантидой Европы, но в отличие от мифа, это место очень реально, и его исчезновение могло вдохновить древние истории о потопах, что приводит нас к одному последнему ошеломляющему вопросу. По мере того, как под нашими океанами обнаруживаются все больше руин, городов и артефактов, вопрос становится все громче. Неужели мы грубо недооценили возраст и сложность древней цивилизации? От передовой инженерии и подводных храмов до городов, предшествующих самым древним известным записям на тысячи лет, доказательства продолжают накапливаться. Такие места, как Дварка, Павлопетрий и руины у берегов Кубы, предполагают, что ранний подъем человечества мог быть не таким медленным и линейным, как мы думали. И если эти цивилизации существовали до последнего ледникового периода, то их история была буквально утоплена временем, потеряна под поднимающимися морями, тектоническими сдвигами и забытыми картами. Основная археология медленно начинает открываться к идее, что история человечества может уходить гораздо дальше, чем мы полагали. Из более чем 80% океанов, которые все еще не исследованы, кто знает, что еще ждет, идеально сохранившись в темной тишине на дне моря. История еще не закончена, она может начинаться.